Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И всем здравствуйте, мы находимся на тестовом сервере. Здесь у нас идет вовсю баннер-конструктор, который у нас будет через один баннер. У нас будет следующим после кульвиды, будет у нас баннер огня, света. Затем будет вот такой вот баннер, то есть где-то дней, по-моему, через 10 или типа того. В этом баннере отличительная особенность, которую я постоянно повторяю, то что здесь при выборе школы определенной, та стихия, к которой эта школа относится, например, огонь, здесь у нас после выбора школы в пуле героев будут также герои поддержки этой стихии. Поэтому баннер-конструктор — это хороший повод испытать свою удачу в получении каких-то очень редких героев поддержки именно. Ну а попутно забрать, допустим, недостающую эксклюзивку там ауры, самая актуальная сейчас, да, либо неустрашимых, либо еще кого-то, кого вы собираете. Но дело в том, что один из желанных, очень желанных герой, Скар, он находится у нас в стихии огня. Поэтому я, например, буду брать одну из стихий в этом конструкторе, буду брать, не дикость, буду брать горение. Потому что если мне упадет Пайкстон, либо если мне упадет Ашетиус, я плакать не буду, то есть я, в принципе, буду рад. В общем, буду брать огонь, для того, чтобы получить в пуле героев либо Скара, либо Крисоса. Ну, как бы на него нам баннер дадут, и так я его получу, а вот его хотелось бы, конечно, выбить. И что я хочу сделать? Долгое предисловие. Я хочу попробовать выкрутить его, да? Посмотреть, сколько призывов мне придется потратить на то, чтобы он у меня все-таки упал. Вторая стихия, точнее вторая школа, которую вы будете выбирать, конечно же, зависит от вашего аккаунта, от ваших целей и вообще, да, от вашего желания. Для меня здесь безальтернативно будет либо аура, либо неустрашимая. Хотя, по идее, можно было бы собирать разъедание, то есть Сицидис, но нет. Либо неустрашимый, либо аура. Почему неустрашимый у меня более в приоритете? Потому что у неустрашимых есть Ирмуш, которого у меня нету. Есть Маштур, у которого сильное третье, очень сильное пробуждение. И если вдруг он упадет параллельно, я не плакать, если и буду, то только от радости. Поэтому в баннере-конструкторе, скорее всего, у меня вторая школа будет неустрашимой, а не аура. Лучницу я соберу с других баннеров. Итак, выбираю я неустрашимых и горение. Пул героев у нас получается вот такой вот, симпатичный, обширный. Правда, с кучей мусора, как всегда, но что поделать. Также Гришнар здесь есть, тоже не помешает ему пробуждение, чтобы либо артефакт взять, либо пробуждение. Тут у нас и Синарел полезно, если вдруг у вас его нету. Глубинный дар, я думаю, еще пригодится. Плюс ко всему у нас герой 6-го сезона здесь есть, то есть первым эксклюзивным героем Дегаранта у нас будет Кульвида. Ей пробуждение тоже не помешают. Ладно, погнали. Я комментировать здесь не буду, потому что это будет очень много призывов, я чувствую. Я просто вам в ускоренном режиме покажу, как это крутилось. Ну и в итоге у нас первый гарант, то есть никаких эксклюзивов до гаранта. Сейчас будем получать первый гарант. Давайте посмотрим. Ну это скорее всего Кульвида будет, да, судя по вот этому свойству. Ничего себе! А вот вам, пожалуйста, и Маштур. А он вроде бы не текущего сезона, он появился в прошлом сезоне, он считается героем 5-го сезона, насколько я помню. Но здесь у нас выпал Маштур, ничего себе.
То есть гарант немножечко не так работает, да? Как я предполагал, здесь написано при первом призыве легендарного бойца, именно героя ДД. То есть когда у нас рандом, да, выпадает так, что у нас выпадает именно ДД. То есть у нас нету такого условия, что если у нас будет эксклюзивка, то по-любому это будет именно Кульвида, она герой ДД. У нас еще есть выбор у рандома между, ну, героем поддержки, там, допустим, и ДД. Отдельный шанс. Соответственно, не обязательно у нас падает Кульвида. Имеется в виду герой ДД. Это прикольно, конечно, на самом деле прикольно. Маштур очень редкий герой, так же как и Скар. И пробуждение у него довольно-таки сильные, особенно третье. Потому что здесь видим, что урон свой и союзников увеличивается на 15, а получаемый уменьшается на 15. Ну, это, грубо говоря, целый донатный артефакт в одном пробуждении. Сильно, сильно. Так же, как, допустим, у Скара первое пробуждение, которое ему дает возможность накладывать постоянно штраф к атаке. Очень сильное пробуждение. Да, второе у него тоже очень сильное. И так, ну, пятое тоже сильное. Просто до них слишком далеко. Ладно, давайте смотреть дальше, что у нас, какая жизнь у нас после 1000. Ну и когда же нам Скар выпадет. А вот и первая эксклюзивка до гаранта. То есть она у нас упала на 800-й призыв после прошлого гаранта. Да, дороговато. Ладно, зафиксировали, поехали дальше. При этом обращу внимание, да, что герой ДД выпал первый. И герой ДД у нас сработал тот самый гарант именно на героя текущего сезона. А вот и еще один эксклюзивный герой поддержки Ирмуш. Он у нас упал, получается, на 520-й призыв после последней эксклюзивки. То есть после Кульвида. Ничего себе. За одну, правда, 2300 открутил и получил, получается, всего 3 эксклюзивки. То есть Маштура, Ирмуша и Кульвиду. Дороговато. Зафиксировали, поехали дальше. А вот и следующая у нас эксклюзивка до гаранта. Если у нас прошлая была 2320, по-моему, да? То есть 750 призывов ушло. 750. Зафиксировали 2970. Ну, грубо говоря, 3000, да? Ух ты. Тройная. Такое редко бывает. Реже, чем эксклюзивки падают. До гаранта. Зафиксировали 3000. Поехали дальше. А вот еще один герой поддержки. Причем падают пока что исключительно молнии. Я уже всех забрал. И Маштура, и Ирмуша, и Гришнара. Скар никак не хочет падать. И на этот раз 350, по-моему, да, призывов понадобилось после последней эксклюзивки Живеньев. Ну что ж, поехали дальше. Без Скара мы отсюда, надеюсь, сегодня не уйдем. Осталось еще 6679 призывов сегодня доступных. Кто не знал, здесь есть в день ограничения на 9999 призывов. Чтобы вам слишком много не нападало эксклюзивок в один день. Вот так вот. Ладно, едем дальше. Зафиксировали. 3320. А вот и Ашетиус. Ашетиус к нам пожаловал в гости. Итак, сколько здесь? 590 призывов получилось. Неплохо идем. Хотя, если посчитать общее количество эксклюзивок, ну да, повезло здесь, что именно герои поддержки падают, они гораздо более ценные. Не все, конечно, одинаково ценны, но тот же Маштур. Ну, Ирмуш не знаю, вроде бы не такой уж прям сильный, как казалось, но тоже хорошо. 4000, ладно, погнали дальше. Так, рандом что-то начал подсыпать. Вот и Крисис. Вышло сколько? 180 призывов? Где-то 180, либо там было 30. 930, я уже не помню. Ну, в общем, около 200. Неплохо. 450 зафиксировали. А вот и тот самый Скар. Причем последние эксклюзивки, они что-то сыпали довольно-таки
Шустро, да? 450, то есть еще 200, пожалуйста, Скар. Ну, неплохо. Вот первое число. Первое число, которое понадобится, минимальное, я так понимаю, чтобы получить Скара. Ну, кстати, мне вот понравилось, что ни одной повторки. Вы заметите, что все эксклюзивки, которые упали, ни одной не повторилось. Интересненький разброс. То есть мы собрали всех практически. Или всех. Настенку не забрали. И Пайкстона. То есть остальные все выпали. Ну и, кстати, их тогда можно посчитать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8. 8 упало. 8 за 4350, то есть... Ой, одна в 600, да? Ну не в 600, в 500. В 500 с копейками. Одна эксклюзивка за 500 призывов там с копейками. Но я не остановлюсь на одном Скаре. Почему? Потому что я уже сказал, что у него очень сильное первое пробуждение, которое позволяет ему давать постоянно штраф к атаке. И, кстати, здесь косяк в описании. Не на 20 секунд, это было бы слишком имбово даже для него. Здесь он идет на 10 секунд. Не знаю, почему до сих пор не поправили. В бою это видно, что 10 секунд он идет. Давайте посмотрим, смогу ли я получить второго Скара. Ну и, собственно, потом подобьем количество призывов и количество эксклюзивок. Ничего себе, похоже на подкрутку. Ровно на 5000 призыв. Ровно на 5000 призыв. То есть даже не по гаранту падает второй Скар. Такое ощущение, что после нескольких тысяч призывов, да, у нас шансы как будто бы увеличиваются. Давайте еще быстренько 1000 прокрутим, посмотрим. Ну и чуть-чуть не дотянул до гаранта, Пайкстон упал. Чуть-чуть не дотянул, 50 призывов до гаранта не дотянул. Ну давайте уже до 6000 добьем. Либо до следующей легендарки. Ну да, это она и была. На 6000 ровно. Вот такие вот дела. И давайте посчитаем. Только посчитаем, наверное... Ну давайте за 6, ладно, тысяч. Это будет честно. У нас упал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 эксклюзивок. То есть в среднем одна в 600 призывов. 70 призывов, то есть в цене неудвоенного сундука, 70 призывов сейчас стоит $75. И эти 6000 призывов обойдутся в $6428. За 10 эксклюзивок. То есть одна эксклюзивка у нас выходит в $640. Такие вот цифры, такие вот дела. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.